Друзья, привет! Я продолжаю свой гайд по моду Industrial Craft Experimental. Сегодня я расскажу про наполняющий механизм, что с помощью него можно производить. Так, пойдемте ко мне сюда. Так, во-первых, я использую его для производства хладагента. А хладагент является незаменимым, соответственно, ресурсом для того, чтобы производить ускорители. Вот. Про ускорители и остальные модули я расскажу в отдельном видео, но думаю, так понятно, что ускорители также являются незаменимыми элементами для вашего завода, для вашей территории, для того, чтобы ускорять, соответственно, механизмы из мода Industrial Craft. Но у многих игроков возникает проблема с производством этих ускорителей. И все как раз завязана вся сложность на том, что достаточно сложно получать этот хладагент. Есть как минимум, допустим, 3 способа получения хладагента. Во-первых, так, здесь не показывают крафт, к сожалению. Ну, хладагент, во-первых, можно получать просто напрямую. Давайте я продемонстрирую. Сейчас закажу крафт хладагента. И мы увидим. Так, крафт, режим крафта переключаю. 1000 и пошло. Как видите, значит, в твердотельный наполняющий, жидкостный твердотельный наполняющий механизм я поставляю просто лазуритовую пыль. Из 8 штук производится там, что-то, по-моему, в районе 1 ведра хладагента. Дальше с помощью выталкивателя жидкости я передаю, соответственно, хладагент уже вот в этот следующий наполняющий механизм. И уже здесь, соответственно, вот на эту кнопку можно переключать режимы. Как видим, здесь у меня в режиме обогатить жидкостью находится, да, то есть мы воду с помощью лазурита превращаем в хладагент. Здесь же, соответственно, у нас режим заполнить капсулу из бака. Я поставляю сюда капсулы и, соответственно, хладагент из соседнего механизма. У меня здесь хладагент, здесь капсулы, и они, соответственно, наполняются. Вот. И образуется у меня как раз капсула с хладагентом. Вот такая вот. Ну а дальше судьба понятна, да, то есть из него я, соответственно, крафчу уже охлаждающие стержни и дальше ускорители. В чем здесь проблема? Проблема в том, что достаточно большой расход лазурита. То есть на одно ведро хладагента у меня уходит целых 8 единиц лазурита. Если точнее лазуритовой пыли. Не самый эффективный способ, но поскольку у меня с ресурсами нет проблем, то есть для меня принципиально именно скорость производства ресурсов, я пользуюсь именно этим способом. То есть просто из воды делаю хладагент. Есть немного более дешевый способ. Вот, кстати, здесь можно посмотреть. Да. Вместо воды можно использовать дистиллированную воду. Как видите, здесь у меня требуется 8 лазурита. Здесь у меня требуется 1 лазурит. То есть 8 раз меньше по расходам лазурита. Вот. Но с дистиллированной водой здесь отдельная история. То есть для получения дистиллированной воды тоже есть как минимум 2 способа. Соответственно, есть солнечные опреснители. Сейчас покажу, как они выглядят. Вот такие вот штучки. Просто их ставим, соответственно, на солнце. И спустя заливаем воду. И спустя какое-то время там производится дистиллированная вода. В чем проблема? Проблема в том, что достаточно долго этот крафт происходит. То есть там придется большое количество таких опреснителей поставить, чтобы хотя бы какой-то существенный выход получать. Кроме того, если этих много опреснителей поставить, это достаточно может сильно нагружать вашу территорию. Поэтому это довольно сомнительный способ для получения дистиллированной воды. Но, тем не менее, один из самых простых и бесконечный, кроме того. Также дистиллированную воду можно получать более сложным способом с помощью, соответственно, парогенератора. Вот. Парогенератор. Так, может быть, мне получится как-нибудь продемонстрировать. Может быть, капсулки какие-нибудь покажет. Нет, здесь, к сожалению, нету, наверное, крафта. Не покажет, как производить. Увы. Вот. Ну, соответственно, там еще есть способ с помощью пара, то есть парогенератора, его охлаждать. И, соответственно, получаем уже дистиллированную воду.
Но этот способ весьма спорный. С одной стороны, там достаточно хороший выход это дистиллированной воды, но есть проблема в том, что этот парогенератор через какое-то время засоряется. Его приходится убирать, ставить обратно, чтобы, соответственно, вот этот засор исчез. Вот, и каких-то других альтернативных способов я не нашел. То есть, вот, если что-то знаете, какой-то секрет, то напишите в комментариях. Вот, поэтому для меня всегда самым простым способом является вот именно напрямую из воды делать, соответственно, хладагент. А как лазурит получать в таких больших количествах, ну, это могу тоже секрет рассказать, если это нужно, пишите в комментариях. Дальше для чего я использую такие наполняющие механизмы, это для производства строительной пены. Она также здесь в жидком виде производится с помощью, соответственно, опять же воды. И здесь уже используется в качестве материала исходного сжатая строительная пена. Она производится из каменной пыли, песка и глины. Каменную пыль можно производить либо в термальной центрифуге, либо в рудопромывочной. Вот я как раз произвожу именно в рудопромывочной. Вот здесь вот. Вот у меня производится. Из, соответственно, гравия. Дальше, значит, я получаю вот такую вот жидкую пену. Что с ней делать дальше? А дальше мы эту жидкую пену наполняем, соответственно, либо в такой вот пистолет, вот он, либо в такой вот ранец можно наполнить. Давайте я пистолет заполню. Хоп, кладу. И в таком вот режиме наполнить капсулу из бака. У нас пистолет заполняется. 8 ведер, 8 миллибаррелей. 8000 миллибаррелей, то есть 8 баррелей. Баррель это, соответственно, ведро. Так, также можно вот наполнять ранец этой пеной. Вот, ну чтобы не ждать, у меня тут уже заполнено там, на 60 ведер. Что делать с этой пеной дальше можно? Очень интересные вещи. Так, давайте я возьму, надену ранец, чтобы у меня, соответственно, вот этот пистолет запитывался через ранец. Иначе будет хватать только, видите, на 8, соответственно, выстрелов этой пеной. Так, давайте я еще, наверное, песок с собой возьму и продемонстрирую, зачем, в принципе, нужна нам эта пена. Куда-нибудь сейчас в случайное место я телепортируюсь и посмотрим, что можно с этим сделать. В принципе, пену можно просто так выстрелить, вот, и она в виде такой вот структурки распыляется. Дальше, если оставить такую пену на солнце какое-то время, она сама затвердеет и превратится в бетон. Можно ускорить этот процесс с помощью песка. Вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вот, пожалуйста, у нас получилось такой вот бетон. Он достаточно эстетично выглядит, и его часто используют как строительный материал. Вот, к сожалению, блоки он не выпадает, то есть если его ломаешь, он просто ломается с концами. Приходится снова, соответственно, распылять пену. Кроме того, вот эту пену можно покрасить. Для этого вам потребуется валик. Валик. Вот такой. Крафтится из шерсти и двух железных слитков. Далее вы можете этот валик покрасить. Для этого здесь банально нужно просто какой-то краситель применить. Вот. В зависимости, какой цвет вам нужен. Все, получаете такой вот валик, и дальше вы можете покрасить в нужный вам цвет. Ну, мне нравится только такой дефолтовый, достаточно эстетично выглядит. Окей, а как можно, соответственно, вот это все сделать более аккуратно? А для этого можно использовать деревянные леса. Выкладываем в нужном вам формате, например, вот так вот. Кроме того, можно там кликать, вот, допустим, левой кнопкой мыши кликаем, оно еще вот такую структуру делает. Берем пистолет, раз, и он, соответственно, распределяется на несколько блоков по вот этому вот направлению, по направлению лесов. Также можно затвердеть его, пожалуйста. Вот. И, соответственно, кроме того, если использовать леса, то получается это достаточно дешевый материал для строительства. То есть на один выстрел там, по-моему, давайте проверим, сколько сейчас, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Выстрелим. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 блоков. То есть одного выстрела хватило на 10 блоков. Вот. Достаточно удобно, дешево и эстетично. Вот. Кроме того, вот эта пена является незаменимым
ресурсом для того, чтобы скрафтить вот такие вот, сейчас покажу. Это уже нужно использовать железные леса, и туда распыляем, соответственно, пену, затвердеваем и получаем укрепленный камень. Это единственный способ крафтить укрепленный камень. А укрепленный камень уже можно выбить, и, соответственно, он используется как элемент для крафтов. Ну, например, если не ошибаюсь, по-моему, какой-то термальной центрифуги он используется. Сейчас проверю. Могу ошибаться, но где-то он используется в крафтах. Сейчас просто сходу не вспомню. Вот, но где-то он необходим. Укрепленный камень. Странно, что так не показывает. Может быть, здесь получится вот так вот. Нет. Вот. Укрепленный камень. Давайте посмотрим, где он используется. О, пожалуйста, в хранилище шаблонов, в репликаторе. То есть и в некоторых других крафтах из других модов. То есть, ну, получается, что незаменимый такой элемент для крафтов, таких вот предметов. И крафтится он только таким способом. То есть, если вам нужно будет крафтить такие штуки, вам придется заморочиться с пеной. Вот. Так, ну в этом видео все. Дальше я расскажу, наверное, про модули, с помощью которых можно ускорить или там усовершенствовать механизмы. Спасибо за просмотр. Если вам было интересно, ставьте лайк, пишите в комментариях, что бы еще хотели увидеть, подписывайтесь, там, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Спасибо, пока.